На нашей планете наряду с современными технологически развитыми мегаполисами существует немало мест, созданных древними мастерами или же самой природой. Каждая такая достопримечательность имеет свою легенду. Загадочные места вызывают огромное количество вопросов у ученых, сбивая с толку аномальными явлениями и неизвестностью. На плато Назка в южной части Перу находятся самые известные в мире гигантские каменные рисунки, изображающие людей, животных и других живых существ, разглядеть которые можно только с воздуха. Среди обнаруженных рисунков есть изображения птиц, обезьян, рыб, змей, лис, кошек и лам. Все они были сделаны путем выемки верхнего слоя грунта, черных камней, под которыми находится слой светлого песка. Яркий песок прочерчивал на темной земле хорошо различимые линии, однако со временем большинство из них также потемнели. Ученые же предлагают две основных версии их происхождения. Некоторые, склоняясь к космической теории происхождения геоглифов, считают, что они ориентиры для инопланетных кораблей. Другие утверждают, что это гигантские лунные календари. В любом случае, наскальные росписи Назка – это доказательство существования на территории современного Перу древнейшей и загадочной цивилизации, которая проживала здесь задолго до знаменитых инков и отличалась высоким уровнем развития. В списках аномальных зон планеты китайская долина Черного бамбука часто входит в топ-5 самых опасных и загадочных мест. Вот уже более 50 лет здесь массово пропадают люди. С первого случая, произошедшего в 1950 году, исчезло более 100 человек, спустившихся в лощину. Что удивительно, если учесть, что лощина по площади не превышает 200 квадратных метров. Как правило, дальше перевала Шиммей, который, по поверьям, открывает путь в другой мир, никто не идет. Перевал является началом опасной аномальной зоны, а поверья, связанные с ней, уверяют, что войти в лощину Черного бамбука не так просто, но выйти из нее практически нереально. Лощиной Черного бамбука уже не одно десятилетие интересуются ученые, которым удалось доказать, что долина в китайской провинции Сычуань – аномальная местность с тяжелым климатом и резко меняющимися погодными условиями, что в совокупности провоцирует оседание почвы, которые, по мнению ученых, и являются причинами пропажи людей. Несмотря на дурную славу, в данное место достаточно часто приезжают путешественники, искатели острых ощущений. Предприимчивые местные жители вблизи популярного мистического участка организовали достаточно процветающий сувенирный рынок. В центре пустыни Каракумы в Туркмении находятся врата ада. Именно так местные жители прозвали газовый кратер Дарвазу за непрерывное горение. Его диаметр составляет около 60 метров, а глубина 20 метров. Этот кратер образовался в 1971 году во время исследований геологами этой местности. Когда проводилось бурение разведочной скважины, земля внезапно провалилась и образовался большой кратер, из которого наружу просачивался газ. А для того, чтобы газ не отравлял людей и животных, живущих поблизости, было решено выжечь его. После того, как кратер подожгли, ожидалось, что выходящий газ иссякнет через несколько дней. Однако горение Дарвазы не прекращается и сегодня. К слову, недалеко от Дарвазы находятся еще два подобных кратера. Впрочем, давление выходящего из них газа гораздо слабее. В 2013 году канадскому ученому Джорджу Каронису удалось побывать на дне кратера, где он провел исследования и собрал образцы. Ученый обнаружил в этом месте бактерии, живущие прямо в горящем кратере. Подобных организмов больше нет на Земле. Они прекрасно переносят высокие температуры и называются экстремофилы. На территории Сахары располагается исключительно редкое и неповторимое явление природы – глаз Сахары, которое еще именуют око пустыни либо структура Решат. Это фантастическое геологическое образование находится в мавританской части Сахары. Пустынное пространство кратера очень похоже на лунные рельефы, а окружающая панорама напоминает глаз человека. Внешний круг структуры имеет довольно большой диаметр – около 50 километров.
Ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению о происхождении объекта. Наиболее правдоподобная версия, выдвинутая учеными, это что структура Решат образовалась в результате естественного процесса эрозии после поднятия большого участка земной коры. Это длительный процесс, возраст самого древнего кольца около 600 тысяч лет. Структура была сформирована постепенно, кольцо за кольцом. Также есть версии о вулканическом происхождении, о гигантском смерче и даже инопланетном вторжении. Интересно, что концентрические круги структуры Решат являются чередующимися слоями горных пород различного происхождения, возраст которых составляет миллионы лет. Например, возраст осадочных пород, находящихся в центре структуры Решат, составляет около 2,5 миллиардов лет, а возраст песчаника, из которого состоит последний круг этого образования, приблизительно 480 миллионов лет. Довольно долгое время структура Решат служила ориентиром для космонавтов на орбите, так как представляла собой хорошо видимый объект на обширном пространстве, ничем не примечательной пустыне. Структура Решат может менять цвет в разное время суток, что объясняется эффектом тепловой эмиссии. А вот аборигены считают структуру Решат божественным проявлением и именуют не иначе, как глаз Бога. Тропа гигантов или дорога великанов в Северной Ирландии – это удивительная прибрежная местность, образовавшаяся много веков назад в результате извержения вулкана. Она состоит из примерно 40 тысяч базальтовых колонн, внешне напоминающих гигантские ступени. Если смотреть на этот природный объект с высоты, каменные столбы напоминают соты. А все потому, что они представляют собой выточенные шестиугольные, иногда 5-, 7- и 8-угольные стержни. Самое высокое каменное изваяние достигает 12 метров в высоту. Столбы так ровно обточены и так плотно примыкают друг к другу, что кажется, будто это дело рук разумных существ, а вовсе не природы. Неудивительно, что в 1986 году дорога гигантов и само побережье были внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Башня Дьявола представляет собой столбчатую скалу, напоминающую башню, состоящую из сложенных пучком отдельных каменных столбов. Это монолит вулканического происхождения высотой 1556 метров над уровнем моря и относительной высотой 386 метров. Эта гора необычно правильной формы долгое время производила впечатление искусственного сооружения, но так как скала по своим размерам превосходит пирамиду Хеопса в 2,5 раза, то сооружение башни чаще предписывалось не рукам человеческим, а дьяволу. Отсюда и название. Башня Дьявола образовалась из магматического расплава, который поднялся из глубин Земли и застыл в виде изящных колонн. Возраст ее оценивается от 195 до 225 миллионов лет. Однако у индейцев есть своя версия происхождения данной скалы. Существует легенда, в которой говорится о 7 девочках, спасающихся бегством от разъяренного медведя. Когда медведь загнал их на невысокий камень, они взмолились о спасении, и Великий Дух их услышал. Вдруг камень, на который взобрались девочки, стал стремительно расти ввысь. Грызли взревел от ярости и, царапая когтями горную породу, попытался добраться до детей. Но это ему не удалось, зато следы его острых когтей так и остались на башне Дьявола. Сами индейцы всегда старались избегать столь необычную скалу и селились как можно дальше от нее. На территории немецкого города Гозак находится удивительное неолитическое сооружение, которое получило название Гозакский круг. Оно представляет собой совокупность нескольких концентрических рвов, диаметр которых составляет порядка 75 метров, а также палисадных колец, в определенных местах которых было сооружено некое подобие ворот. Необычное сооружение было обнаружено исследователями совсем недавно, в 1991 году. Пролетая над местностью на самолете, исследователи заметили на фоне пшеничного поля странный круглый силуэт. По мнению ученых, древней постройки до 7000 лет, и служило оно нашим предкам в период неолита и бронзового века неким подобием обсерваторий. Местная достопримечательность была отреставрирована опытными архитекторами. На строительство пошло 1675 бревен из дуба, несколько машин мелкого камня для укрепления дубовых свай и немалая 7-месячная кропотливая работа.
Местные жители, а также иностранные туристы города Гозак могут наблюдать в короткие дни года удивительное оптическое зрелище. С рассветом первые лучи солнца проникают в секцию узких ворот и создают на поверхности Земли тонкую полоску света. В самой Европе насчитывается более 200 похожих кольцевых каналов, но постройка возле городка Гозак считается одной из древнейших, хорошо сохранившихся исторических строений. Загадочные подводные пирамиды острова Янагуни у побережья Японии до сих пор вызывают споры, природный это феномен или создание человека. История этих подводных пирамид начинается с 1986 года, когда дайверы обнаружили необычную формацию скал на глубине 25 метров под водой. Это были скалы в форме ровных ступенчатых террас, пирамид и платформ. Одна из самых высоких пирамид составляет 180 метров в ширину и 27 метров в высоту. На то, что подводная пирамида – результат действий природных сил, указывает состав монумента. Это песчаник, который может растрескиваться, образуя правильные геометрические фигуры. Слои песчаника имеют интересное свойство расслаиваться под углом 90 и 60 градусов друг к другу. В процессе расслоения они образуют вот такие интересные сооружения. К тому же в этом уголке земного шара периодически случаются землетрясения, вследствие чего песчаник еще более подвержен образованию трещин. Однако на каменных балках остались следы обработки и высечки, что подтверждает теорию ученых о том, что монумент Янагуни не естественное образование, а создан искусственно. А пока на этом все. Подписывайся на канал и присылай нам свои интересные истории или фото. Все ссылки в описании.